Всем героям большой-большой привет, с вами на связи Импреза, и сегодня у нас с вами в обзоре будет необычный персонаж, Эгон Шпенглер. Огромное спасибо игроку Криптон за предоставленную возможность снятия обзора на этого героя. Спасибо, спасибо, спасибо. Итак, давайте перейдем непосредственно к обзору, посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас полный фарш. Такой вот прикольный у него значок на правом предплечье в виде перечеркнутого. Ну, тут, конечно, если присмотреться, немножко непонятно, что тут нарисовано, но я думаю, как бы наша система в голове образа она достраивает, поэтому тут, в принципе, все ясно. Итак, не об этом будет у нас с вами речь. Давайте по традиции перейдем вот сюда, посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас идет упор на магический урон, но все самое интересное и вкусное у нас находится вот именно здесь, с правой стороны. Героя этого достать трудно, достать его невозможно, потому что была коллаборация, была вот эта вот тематика, события по вселенной Ghostbusters, охотники за привидениями и так далее. То есть мы с вами учитываем тот момент, что, скорее всего, возможно, в будущем все это повторится, и у нас будет возможность вытащить этого героя, и если такая возможность будет, мы ее с вами не упустим. Этот обзор поможет вам посмотреть, может быть, кому-то просто посмотреть интересно в том плане, как его Эва работает, потому что здесь у нас Эва прокачана полностью, и тут и скиллы тоже полностью прокачаны, то есть тут вообще прям полная фаршировка на этом герое. И в целом давайте разбираться, что к чему и как. Я попробовал, потестировал, посмотрел, у меня этого героя нет, поэтому вот так вот приходится выкручиваться, можно потестировать, погонять, посмотреть, вообще познакомиться и окунуться в этот мир этого героя. Так, что у нас здесь? Здесь у нас по глобалкам все герои плюс 20% урон, плюс 20% урон на 70 уровне также, и плюс 40% к урону на 120 уровне. Персональное усиление здесь уже открыто у героя 160 уровень. Все герои у нас получили 100% к урону, и на 140 уровне личное, глобальное, ну не глобальное, а личное усиление идет на именно конкретно на этого героя. Минус 40% для активации ульты. То есть у нас ульта с вами будет набираться очень-очень быстро благодаря вот этому усилению. То есть это практически вдвое сокращает время набора ульты, что не может не радовать. Также давайте пробежимся по скиллам. Очень хочется уже показать его, как он себя ведет, в каких режимах он будет полезен и так далее. Также напомню, что он у нас с вами находится в категории «Отлично» в тир-листе. И в целом это оправдано, потому что есть моменты, есть нюансы, которые позволяют его туда впихнуть. И немного даже поиграв за него, становится ясно и очевидно, почему большинство игроков его так сильно любят. Итак, давайте перейдем в скиллы. Здесь у нас каждые 5 секунд Эгон испускает вокруг себя волну, наносящую огромное количество урона и замедляющую врагов на 50% в течение 1 секунды. Да, замедляет недолго, но замедляет прилично на 50%. Нам в целом этого более чем достаточно, и уже исходя из этого мы с вами можем сделать вывод о том, что этот герой будет неким таким универсальным в том плане, что можно будет его использовать в большинстве режимов, но не во всех. Например, не буду говорить про обычные сложные главы, там каждый раз одно и то же масло масляное повторяюсь из обзора в обзор, потому что в целом там все понятно, потому что можно любым героем все это пройти, если знать как. Если мы будем с вами говорить про кошмар, например, то в кошмаре нам такой параметр подойдет и будет только в плюс. В ПВП тоже чудеса он там вытворяет. Сейчас, к сожалению, в ПВП мы с вами сбегать не сможем, потому что неделя закрыта, и время на то, чтобы снять этот обзор, у меня, к сожалению, ограничено. И в целом, я думаю, вы сами все прекрасно понимаете. Очень часто игроки в чате скидывают картинки, скрины, где видно, что Эгон творит чудеса, там разносит в пух и в прах всех и вся. Но, ребят, давайте будем реалистами. Если мы с вами зайдем в PvP и откроем таблицу лидеров, то мы с вами увидим, что Эгонов у нас там нет. У нас там в основном
вождь, 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 вождь и вот так далее. Внизу, внизу, внизу тоже там будет вождь, вождь, вождь. То есть вождь определенно будет лучше в режиме PvP, но на начальных этапах игры, если у вас открыт Эгон Шпенглер и вам его довелось прокачать, получилось это сделать, то это будет для вас неплохим вариантом. Дальше. Обнаружена сущность класса 7. Каждые 10 секунд Эгон направляет психокинетический измеритель на самого сильного врага в течение 4 секунд. Урон от него по этому врагу увеличивается на 40%. И если бы у нас этот скилл был первого уровня, то этот показатель был бы равен 5%. Да? То есть у нас вот так вот практически в 10 раз этот показатель вырос. Ну не в 10, в 8, если быть точным. 5 и 8, 40, математика. Так, что здесь? Ну, здесь у нас просто, получается, идет урон, увеличение урона и так далее. Тут все достаточно легко и просто, тут разбираться смысла нет. Спектральный союзник. Все убийства заполняют шкалу. При полном заполнении Эгон освобождает дружественного призрака. Спектральный союзник выпускает во врагов луч энергии, наносящий 7340% периодического урона. У Эгона может быть сразу несколько спектральных союзников. И вот здесь давайте чуть-чуть поподробнее остановлюсь. Немножко за него поиграл, посмотрел, как это все выглядит. Достаточно все это так насыщенно, очень много вот этих вот лучей. И вся вот эта фишка его, она вот как раз-таки вот в этих вот лучах и идет. То есть там у него достаточно много всяких вот штучек летает, там кружки, там то, сё, пятое, десятое. И вот эти вот лучи как раз-таки, они создают такой некий защитный комплекс, но он не защитный, он дамажащий, да, то есть наносящий урон. Создают вот этот комплекс, и, соответственно, у нас зона поражения врагов становится достаточно широкой, то есть большая часть попадает именно под эти лучи, особенно когда они перекрещиваются, там вообще полный фарш у нас с вами наступает. И давайте тогда сейчас с вами перейдем в кузницу, посмотрим, что там. И здесь мы с вами что увидим? Здесь я тоже поигрался, посмотрел и с левой стороной, и с правой стороной. И вот вывел для себя, ну, по крайней мере, для меня, мне показалось так, что самым лучшим вариантом будет, если мы с вами поставим вот в таком порядке. То есть у нас на первом уровне идет выбор. Либо танчим, либо защищаемся. Снижаем время восстановления паранормального взрыва на 2 секунды, либо паранормальный взрыв теперь отталкивает врагов дальше. Очевидно, легко и просто. Если хотим нанести больше урона, то сокращаем время, то есть чаще дамажим. Если хотим защищаться, то ставим правую сторону, чтобы у нас было отталкивание и, соответственно, работало все на нашу с вами выживаемость. Следующий момент. Повышаем скорость движения луча на 20%, либо при обнаружении сущности класса 7 теперь подсвечивается дополнительный враг. Так, а давайте-ка с вами перейдем сейчас в скилл. Тут я немножко не до конца. Каждые 10 секунд Эгон направляет ПКИ на самого сильного врага в течение 4 секунд. Ну, соответственно, вот так вот беглым взглядом, да, если мы хотим с вами увеличить урон, то, скорее всего, нам здесь подойдет правая сторона. То есть у нас будет подсвечиваться дополнительный враг, и соответственно, урон будет там у нас уже поболее. Ну, давайте поставим правую сторону. Левая сторона у нас пусть будет с вами на защитную, скажем так, сборку. Здесь у нас глобалка 1.025. Все распространенно, все достаточно банально, поэтому долго задерживаться не будем. Качать надо, все, лишь бы только была возможность, потому что его прокачать за супера невозможно. Очень это плохо, но периодически возможность прокачать эту кузницу, она периодически выпадает, но там есть тоже свои нюансы. Кому надо, тот разберется. Дальше. Дополнительный луч освещает поле, задерживаясь на врагах и нанося им периодический урон. Здесь тоже все достаточно интересно, все это наглядно, можно все это увидеть, и мы сейчас с вами воочию все это разглядим, посмотрим поближе и познакомимся. Здесь враги, погибающие от атак призраков, могут
дематериализоваться и оставить за собой зону, в которой враги получают периодический урон в размере 200% урона от оружия, либо урон луча, испускаемого спектральными союзниками, повышается на 20%, время восстановления атак призраков становится 2 секунды. Мне понравилась здесь больше правая сторона, потому что здесь как-то все более напичкано, более так вот впечатляюще, скажем так. Но мы сейчас с вами все будем тестировать в любом случае. Мы с вами сейчас в направлении кузницы здесь немножко поиграемся и для себя уже выведем какой-то определенный наиболее подходящий момент. Итак, сейчас у нас с вами лево, право, право. И по традиции пойдем с вами в подземелье, посмотрим, что у нас там получится, не получится. Здесь у нас, кстати, сколько? 3 попытки есть. Но я думаю, 2 нам хватит. Итак, по питомцам надо что-то нам поставить. По-моему, никого не стоит. Или не будем брать для более честного результата. Ни разу так не делал. Но я думаю, что взять надо в любом случае. Пусть будет и так с питомцем. Все равно, без разницы. Возьмем... Да возьмем коняшку, какая разница. Ничего страшного в этом нет. Так, погнали. Жмем играть. Пусть там улитки эти стоят. Прибавляют нам хп. Здесь у Эгона есть такой момент. Он очень сильно любит много-много урона. То есть, чем больше урона, тем лучше. Давайте сейчас будем сразу стараться прокачивать основное оружие. Обновим еще разок. Не будем дополнительные палки брать. И обновим. Вот видите, как нам повезло с вами. Так, давайте скорость тут чуть-чуть подуберем. Так. Тут уже сразу видите, как вот пытаются до него достать. Давайте возьмем книгу удвоения и посмотрим, прибавится ли у нас что-либо. Было 6 кружочков, стало 7. Так, перезарядку берем. Обязательно берем. Так, видимость у нас не самая удачная карта, конечно, здесь. Но ничего страшного в этом нет. Так, книга урона выпала, значит, эвол у нас будет. Перезарядку берем. То есть, видите, да, вот лучи у нас тут скрещиваются и так, и сяк, и не дают подойти ни с той, ни с другой стороны. И все у нас прекрасно, и мы защищены. И вот бегаем, там пытаемся все это дело каким-то образом контролировать. Сейчас мы с вами еще урона прибавим. И добавим еще один вот этот шарик, который будет у нас с вами летать. Добавится он или нет, что-то я не пойму. Почему он не добавился? Было 6. Было 6, стало 7, но почему-то 8 я не наблюдаю. Возможно, есть какое-то ограничение. Так, здесь что возьмем? Что возьмем? Ну, давайте, ладно, возьмем шарик. Что ж поделать? Оп, так, 5 уровень. И сейчас у нас с вами будет работать тело. Видите, да, как быстро у него ульта? Раз, прям, оп, все, вообще, вот прям, ну, великолепно. Так, и все, теперь у нас появляется дополнительный луч. Вон он бегает. Чем-то напоминает энергомага. Также может напоминать кому-то чакрам Сина. Но все равно это что-то свое, это что-то такое необычное, светлое, приятное. Поэтому ориентируемся на то, что видим. Ну, давайте возьмем вот эту штуку. Пусть и она у нас тут тоже чуть-чуть вносит свои результаты. Но в первую очередь мы с вами будем, конечно же, брать... Вот хотел книгу области взять. Ладно, давайте возьмем арбузики вот эти вот, которые катятся. Ну, я понимаю, что это яйцо, но почему-то, когда я на них смотрю, мне кажется, что это арбуз. Не знаю почему. Я просто представляю, что арбузы катятся и все. Так, обновим. Вот она, книга в области есть. И вот эта зона, которая вокруг Эгона находится, она у нас с вами тоже будет сейчас расти. Область прибавляем, потому что там есть и зона, которая именно по шарику, также есть зона, которая именно от самого Эгона. Так, область прибавляем. Они между собой похожи.
Ой, ну что тут взять? Ну прям, ну не хотелось ничего этого брать. Ну книгу опыта, да, наверное, лишняя она здесь была. Ну давайте возьмем что-нибудь, что повысит нам урон. Этот у нас... Ладно, без разницы. Копье лотоса, так копье лотоса. Все. Не хочу ничего долго думать. Так. Ну, давайте книгу возьмем. Сколько нам тут? 30 секунд осталось. Ну, прекрасен он. Не придерешься. Вот понятно, почему его любят. То есть вопросов здесь в этом плане к нему никаких нет. То есть он сам по себе неплохой. Урона у него более чем достаточно. Поэтому он себя более чем прекрасно чувствует. И за это мы ему говорим огромное-огромное спасибо. Итак, я думаю, что видите, да, вы вот эту область, которая идет от Эгона, и область, которая идет от Шарика. Вот такое вот наслоение у нас с вами получилось. Очень быстренько здесь у нас опыт набирается. И сейчас посмотрим с вами на результаты и уже будем делать какие-то выводы. Переходим сюда. Урон у нас 10, округлим, и 5. Повержено 705. Урон в секунду 135. Вот надо как-то запомнить. 10,5, 135. Либо 104, 134. Но мне проще будет 104, 134. Давайте вот так. Все. Выводы сделали. Урон у нас есть. Урон, перезарядка, область удвоения, опыт. Сейчас постараемся тот же самый набор с вами набрать. И сейчас поменяем кузницу. Посмотрим, где же у нас будет урона побольше. Давайте заберем все, что нам тут дают. 104, 134. Повторимся. Так. Готово. Заходим. Заходим сюда. Жмем сюда. Так. Снижает время восстановления, либо отталкивает. Здесь давайте не будем менять. Вот тут давайте поменяем. Повысим скорость движения луча на 20%. Оп. И здесь тоже поменяем. Поставим все влево. Да? Да. Ну, нижнюю сторону нет смысла менять, потому что там будет просто отталкивание работать. Очевидно, что там урона будет меньше. А вот в такой сборке сейчас посмотрим, будет ли это эффективно или нет. Так, и играть. Обновляем. Ну ладно, давайте брать то, что мы с вами брали. Брали мы эту палку, значит мы ее возьмем. Обновим. Брали мы с вами шарик, значит возьмем. Опыт брали, берем. Вот она, волна вот эта проскочила уже сразу, и опять она проскочила, и сейчас еще она у нас скоро с вами проскочит обязательно, должна будет проскочить. Так, прокачиваем в первую очередь оружие, нам с вами нужно тащить. Так, опыт, копье мы брали. Вот, видите, в чем разница, лучей уже стало меньше, и это, на мой взгляд, очевидно, это минус. Это не есть хорошо в тех режимах, где насыщенное количество мобов. Так, удвоение. Удвоение. Арбузик мы брали. Так. Сейчас мы постараемся все собрать так, чтобы у нас все было идентично. Приближенно к равным условиям. Перезарядку мы брали. И брали книгу области. Все, теперь сейчас мы с вами будем прокачивать оружие основное. И это мы сделаем достаточно быстро. Тут проблем у нас не будет. Обновить, взять. Ну, как будто бы потяжелее становится. И, кстати говоря, как будто бы лучи становятся толще, если мы с вами берем книгу области. Сейчас посмотрим. Так, давайте возьмем, сделаем Эва. Дополнительный лучик у нас. Видите, как он цепляется вот за врага и все, и не дает ему ничего сделать. Так,
Обновим. Область. Ну что, толще стал? Не понимаю, становится он толще или нет. Давайте урон прибавим. Нам же надо перебить 10,4 и 134, да? Возьмем еще урон. Сейчас еще перезарядку возьмем. Ну, тяжелее, тяжелее. Чувствуется, что вот до него добегают уже, как-то его там пытаются его укусить, но не нравится мне вот эта сторона. Та сторона была куда интереснее. Вот. Но, не знаю, выживем мы тут до конца, продержимся или нет. Все, вот сейчас уже будем надеяться на то, что у нас все получится. Тут осталось 30 секунд. Так. Шарик давайте возьмем. Ульта. Вот видите, как она раз. Вот чувствуется вот этот минус 40% от ульты. Так, шарик работает. Шарик замедляет. Шарик помогает нам держаться на плаву. Так, метельный. Его сделали. Вот не хватает. Вот этих вот лучей, их очень сильно не хватает. Поэтому надо их брать в любом случае. Так, сколько там осталось? 5 секунд? Да, без разницы. Что брать? Выстоим. 3 секунды. Все, продержались. Так, 10,4, 134. Здесь, оп, уже другая картинка. Тут уже весь урон на себя взял питомец. И мы уже с вами на первом месте. У нас идет урон в секунду, конечно, но не такой, как был. И было 10,4, стало 7,9, теперь 104. То есть, ну, не самый лучший вариант. Поэтому переходим вот сюда. Забираем то, что мы с вами должны забрать. Возвращаемся в кузницу. Это все закрываем. Мимо. Тоже мимо. Спешу. Подтормаживает немножко. Так, герои. Сюда. Палка. Кузница. Итак, здесь оставили. Тут вот так. И здесь вот так. Все. Так, ну что, как вариант, можем еще сбегать босса попробовать, да? Давайте посмотрим, что у нас будет там. Здесь мы уже с вами что сделаем? Зайдем в питомцев. Здоровье нам там будет уже не нужно. Конь. А вот, кстати, вот даже и не знаю, что поставить. Ой, ладно, не хочу заморачиваться. Давайте вот так вот сделаем. Просто да и все. Пуха накинем, да и пусть оно так и будет. Не хочу там вникать, смотреть, время на это тратить. Да и вам тоже это сегодня будет неинтересно. Так, заходим в героев. Не заходим. Заходим в снаряжение, смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас что? Что? Я хочу сказать. Что же я хочу сказать? Так, да давайте, наверное, так и оставим. Нет, возьмем вот это, чтобы у нас перезарядка еще поменьше была. Так. Куда мы с вами идем? Мы с вами идем в битву с боссом. Сейчас посмотрим, сколько у нас тут натанчит. Много? Я думаю, немного. Ну, на первом месте у нас там кто? Боже мой, 6 уровень. Почти 2 тонны. Ну, так неинтересно. Ну, хотя бы в десятку, я думаю, нам надо будет попасть. Все, ладно, погнали. Так, есть попытка? Есть. Чик. Так, автонаводка у нас с вами стоит. Сейчас будем прокачивать сюда. Навесили. Перезарядка. Так. Дёру. Урон обязательно. Угу. Критический.
Ой, ну ладно, давайте возьмем. Урон. Так, сейчас полегче надо сделать видимость. Есть, все отлично. Так, вот, уже начинается. Так, что нам не хватает? Я вот не помню. Ну ладно, давайте пока урон прибавим. Нам не хватает... Ой, нам не хватает, чтобы горело. Давайте вот это возьмем. Так. Скрещиваются лучи. Хотя вот, кстати, на боссе, возможно, может быть и будет эффективнее как раз-таки та сторона. Потому что, скорее всего, урон будет сконцентрирован. Вот не помню, поджигает у него или не поджигает. Да и не то, чтобы не помню. Честно скажу, не смотрел. Ладно, давайте возьмем. О! Ну, оп, догоняет нас, догоняет. Да, убежать не можем. Ну-ка. Ну, глянь как. Немножко неудачно. Ну, ладно. Что-то вот не получилось, не фартануло. Сейчас мы тут понакидаем. Даем дёру. Так, надо прокачивать. Надо прокачивать в первую очередь. Надо прокачивать его. Так. Ярость. Ну, не будем кристаллы тратить. Постараемся вот просто вот тем, что есть. Вот у нас тут уже потихонечку сыпется урончик. Так. Удвоение возьмем. Вот так вот коняшка бегает, если на кнопку нажать. Интересно, да? Ой, не в ту сторону. Так. Давайте опыт возьмем. Уязвим. Сейчас дадим тебе. Ну, тяжело все это идет. Очевидно, что не подходит он для этого режима. То есть, ну, вы сами видели, там, подземелье, главы, там, кошмар можно проходить. Он и замедляет, и отталкивает, и в ПВП тоже его игроки любят. И в башне даже, возможно, если альтернативы нет, то почему бы нет? Надо пробовать, надо пытаться, все равно же надо все это дело проходить. Понятное дело, потом откроете кого надо, пересядете в любом случае, потому что этот герой, он больше вам подойдет для начального этапа игры. То есть вы вот в самом начале находитесь, и, соответственно, он будет прекрасным выбором. Так, 40 секунд у нас осталось. Так. Вот так вот. И чуть-чуть из жизни чуть-чуть убрали, чтобы у нас урон побольше был. И нанесем. Угу. Рогатку берем, чтобы броню сбивать. Уязвим. Аккуратненько фаршируем его. Так, меч давайте тоже возьмем. Все, бежим. Ну, чуть-чуть нам осталось продержаться. Прям чувствуется, что такой прям вот недотрога, да? Бежим. Все. Ну, сколько там? 10,7. Ну, 4,5. Там, конечно, еще этот сработал бонус. Мало? Ну, мало, да. Конечно, мало. Так, выход. Сейчас посмотрим, на какое мы там место перепрыгнем. Были 48-е. А стали... Раз, два, три. 4, 5. Стали 23. Ну, в десятку мы... Ну, зайдем. Если еще раз бегать, то зайдем. Но
Это уже пусть там сам бегает. Я думаю, что хватит на этом. Все, познакомились, посмотрели. Еще раз огромное спасибо Криптону за предоставленную возможность снятия обзора. Все, всем пока-пока.